Миллионер, приветствую тебя на канале, и сегодня мы продолжаем разбирать 7 навыков высокоэффективных людей. Сегодня разберем 7-й навык, остальные 6 уже на канале. Навык 7. Затачивайте пилу. Принципы сбалансированного самообновления. Представьте себе, что бродя по лесу, вы наталкиваетесь на человека, который с ожесточением пилит дерево. Что вы делаете? Интересуетесь вы. Сами что ли не видите? Следует ответ. Пилю. Вы выглядите очень усталым, сочувствуете вы. Давно пилите? Да уже больше 5 часов, отвечает человек. Еле на ногах стою, нелегкая работа. Так почему бы вам не прерваться на несколько минут и не заточить пилу? Советуете вы. Убежден, работа пойдет гораздо быстрее. Нет у меня времени пилу точить. Восклицает человек. Не пилить надо. Навык 7 требует выделять время для заточки пилы. Он замыкает в кольцо все остальные навыки, так как именно благодаря ему их применение становится возможным. 4 фактора обновления. Навык 7 – это ваши личные ресурсы и средства. Он поддерживает и развивает самый ценный ваш ресурс – вас самого. Он обновляет 4 измерения вашей натуры – физическое, духовное, интеллектуальное и социально-эмоциональное. Большинство жизненных философий прямо или косвенно отталкивается именно от этих измерений, хотя могут называться иначе. Так философ Герб Шепард описывает здоровый образ жизни в виде баланса 4 ценностей. Перспективы – духовное измерение, автономии – интеллектуальное, связанности – социальное и тонуса – физическое. Признанный гуру Джордж Шихан выделяет 4 роли человека. Хорошее животное – физическое измерение, хороший специалист – интеллектуальное, хороший друг – социальное и святой – духовное. Любая разумная теория, мотивация и организация включает в себя эти 4 измерения. Экономика – физическое измерение, общение между людьми – социальное, развитие и реализация человеческого потенциала – интеллектуальное и смысл деятельности. Вклад, вносимый организацией – духовное. Принцип «затачиваете пилу» требует от нас учета всех 4 измерений. Он означает, что мы должны регулярно последовательно развивать их, используя самый разумный и сбалансированный подход. Это самое выгодное, самое крупное вложение из тех, которые мы делаем в нашей жизни. Это инвестиция в самих себя. Единственный инструмент, которым мы располагаем для того, чтобы преодолевать жизненные трудности и вносить личный вклад. Мы сами являемся инструментами своей собственной деятельности. И чтобы быть эффективными, должны признать важность регулярного затачивания пилы во всех 4 измерениях. Физическое измерение. Физическое измерение предусматривает эффективную заботу о своем физическом состоянии, употребление правильной пищи, обеспечение достаточного отдыха, регулярные физические упражнения. Большинство из нас считает, что не располагает временем для физического упражнения. Это порочная парадигма. Мы не располагаем временем, чтобы их не делать. Речь идет о выделении от 3 до 6 часов в неделю, то есть минимум 30 минут ежедневно. Вряд ли это можно назвать чрезмерной затратой времени, учитывая то чрезвычайно полезное воздействие, которое окажут наши упражнения на остальные 162-165 часов в неделю. Духовное измерение. Обновление духовного измерения ведет к достижению лидерства, а значит самым тесным образом связано с навыком 2. Духовное измерение – это ваша сердцевина, ваш центр, ваша приверженность собственной системе ценностей. Это очень личная и одновременно чрезвычайно важная сфера жизни. Ее питают источники, вдохновляющие и возвышающие вас, связывающие вас с вечными жизненными истинами. Каждый человек занимается обновлением своего духовного измерения по-своему. Некоторые люди подобное духовное обновление могут испытывать под воздействием великих литературных и музыкальных произведений. Кто-то находит его в общении с природой. Природа делится своей благодатью с теми, кто способен слиться с ней. Если вы можете расстаться с шумом и суетой большого города и отдаться гармонии и ритму природы, то домой вы вернетесь обновленными и в течение какого-то времени будете оставаться очень спокойным и невозмутимым. Я бы даже сказал невосприимчивым к влиянию извне, до тех пор, пока шум и суета окружающего мира не начнет проникать ваш оазис внутреннего покоя и умиротворения. Интеллектуальное измерение. Наше интеллектуальное развитие и дисциплинированность ума достигаются главным образом в результате получения традиционного официального образования. Но окончив школу или университет, большинство из нас перестают заботиться о развитии своего интеллекта
и позволяет ему постепенно атрофироваться. Мы больше не читаем серьезных книг, не открываем для себя ничего нового, что находилось бы за пределами наших профессиональных интересов. Мы перестаем мыслить аналитически, перестаем писать. Во всяком случае так, чтобы можно было проверить свою способность выражать мысли четко и ясно. Вместо этого мы все свободное время проводим у телевизора. Исследования показали, что во многих домах телевизор включен от 35 до 45 часов в неделю. Это столько же, сколько многие люди отдают работе или больше, чем большинство людей тратит на учебу. Телевидение оказывает на нас мощнейшее социальное воздействие. Ведь когда мы смотрим телевизор, мы впитываем ценности, которые проповедуют с экрана. И это тонко и неощутимо, но очень сильно влияет на нас. В то время как физическое, духовное и интеллектуальное измерения тесно связаны с навыком 1, 2 и 3, основанные на принципах персонального видения, лидерства и управления, социально-эмоциональное измерение сосредоточено на навыках 4, 5 и 6, базирующихся на принципах межличностного лидерства, эмпатического общения и творческого сотрудничества. Социально-эмоциональные измерения нашей жизни тесно связаны между собой, поскольку наша эмоциональная жизнь развивается и проявляется преимущественно в процессе нашего общения с другими людьми. Обновление социально-эмоционального измерения, в отличие от других измерений, не требует специальных затрат времени. Мы можем осуществлять его в ходе обычных, каждодневного взаимодействия с другими людьми. Но и для этого потребуются усилия. Возможно, нам придется подталкивать себя к этому, так как многие из нас еще не достигли такого уровня личной и общей победы, чтобы навык 4, 5 и 6 естественным образом проявлялись во всех случаях нашего взаимодействия с другими людьми. Сценарий для других людей. Большинство людей зависит от социального зеркала. Их сценарии определяются мнениями, представлениями и парадигмами тех, кто их окружает. Мы с вами, будучи людьми взаимозависимыми, отдаем себе отчет в том, что сами являемся частью этого социального зеркала. Мы можем, сделав свой сознательный выбор, возвращать людям их четкое неискаженное отражение. Мы можем способствовать укреплению их проактивной натуры и относиться к ним как к людям ответственным. Мы можем помогать их в создании сценария, подходящего независимому, достойному индивидууму, который ориентируется на принципы и опираясь на ценности. При этом, благодаря менталитету достаточности, мы знаем, что представление другим возможность увидеть их позитивное отражение никоим образом не унижает нас самих. Это, напротив, возвышает нас, поскольку расширяет возможности эффективного взаимодействия с другими проактивными людьми. Каждый раз, когда я вижу, с каким серьезным последствием приводят мелочи, я думаю о том, что мелочей не бывает. Брюс Бартон.